Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в солнечную Грузию и приготовим хачапури по-аджарски. Лодочка из ароматного теста, стянувшийся сыр и желтком сверху. Будет просто, вкусно и по-домашнему. Если вы достали уже продукты, тогда следите за руками, а мы поехали! Начинаем с теста. Мы его приготовим максимально традиционным и приближенным к классике. Поэтому берем дрожжи и их растворяем в теплой воде. Почему берем только воды? Нам нужно, чтобы тесто получилось легким, воздушным и эластичным, чтобы оно не спорило с нашей начинкой. А если мы возьмем молоко, наше тесто станет более сдобным. Поэтому мы берем только вода. И сюда мы добавляем сахар. Сахар нам поможет активировать быстрее наши дрожжи. Дальше мы добавляем муку. Обязательно мы ее просеиваем, чтобы все комочки ушли, она обогатилась кислородом и наше тесто поднялось лучше. Какую муку лучше всего брать? Можете взять, например, мука для пиццы или манитобу. Можете взять, как я, например, нувала. Эти все представители имеют высокое содержание глютена. Насколько у вас на пачке, например, протеин выше, настолько и глютен выше. Если на пачке, например, протеин ниже, соответственно и ваш глютен тоже ниже. Поэтому берите со содержанием протеина 12% и выше. Тогда ваша выпечка будет такая воздушная, со много пузырьков и очень хорошая. Теперь нам нужно сюда добавить соль. Обязательно соль, потому что это будет баланс вкуса. И все это мы перемешиваем до однородности. Вот какое у нас тесто получилось. Не пугайтесь его размера, потому что я делаю всего лишь одну хачапури для себя. Смотрите, оно мягкое, но при этом оно не похоже на тесто для, скажем, для пиццы, потому что тесто для пиццы имеет более высокую гидратацию. Здесь гидратация где-то около 60%. А тесто для пиццы мы обычно делаем от 65 до 75%. Поэтому тут не пугаться. Но оно мягкое и податливое. Теперь мы его... И да, оно не прилипает к рукам. Забыла это сказать. Теперь мы его так сворачиваем в колобочек. И отправляем его в мисочку, чтобы оно увеличилось в 2-3 раза. Это обязательно. А пока оно у нас чилит, мы с вами, конечно, не будем чилить, потому что мы себе такое не можем позволить. Мы будем заниматься с начинкой. В классике для начинки для хачапури используется либо сыр сулугуни, либо имеретинский сыр. Они оба хорошо тянутся и имеют вкус, который придает именно вот этот фирменный вкус для хачапури. Но если вы не можете найти имеретинский сыр, потому что, например, у нас его нету, я обошла много магазинов, но его не нашла, вы можете его заменить, например, с моцареллой. Она очень хорошо тоже тянется. А если вы не можете найти и сулугуни, вы можете заменить его, например, со сыр, который вы знаете, что хорошо плавится. В данном случае я взяла кашкавал. Это болгарский сыр, который тоже хорошо плавится, потому что мне он больше нравится, чем моцарелла, потому что имеет больше такой соленоватый привкус. И да, если вы все-таки решите использовать моцареллу, берите моцареллу, которая для пиццы. Она продается в таких брусках. Вам не нужна салатная моцарелла, которая в шариках, потому что она очень влажная. И, скорее всего, ваши хачапури просто потом будет плавать. Поэтому берем вот такие твердые сыры. Нам нужно их натереть на крупную терку. Наш сыр уже натертый, и я знаю, что в некоторых ресторанах, заведениях люди добавляют еще брынзы, которые имеют соленоватый привкус. И если, например, вы любите более соленые сыры, вы можете тоже добавить его. Но я не очень люблю брынзы в хачапури, поэтому я использовала только эти плавающиеся хорошо сыры. Ну все, мы ждем наше тесто. Да, оно находится в духовке. Я включила лампочку, чтобы там была более теплая среда, и оно быстрее как бы поднялось.
И когда оно увеличится, я вам покажу, как складывать само хачапури. Все, ждем. Наше тесто уже готово. Оно увеличилось где-то в 2,5 раза. И теперь мы уже будем формировать нашу хачапури. Но прежде мы начнем, я включила духовку на 200 градусов, чтобы она уже разогревалась. Потому что мы только оформим хачапури и быстренько его отправляем, чтобы там жарилось. Теперь мы берем наше тесто. Вот так хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, посмотрите, какие пузырьки. Уже все ушли. Вот, видите, пузырьки были. Но я им не дала показаться. Теперь чуть-чуть так обминаем. Совсем чуть-чуть. И нам нужно с помощью точилочки раскатать вот такая лодочка. Овальная форма, скажем так. Вот какая форма мы раскатали. Я чуть-чуть смазала снизу с масличком, чтобы тесто просто не прилипало к столе. И теперь мы берем наш сыр. И вот так, начиная с начала и до конца. Потому что когда мы свернем вот здесь, тоже должно быть сыр. Вот так, чуть-чуть побольше, как вам больше хочется. И теперь вот эти края, вот здесь сверху, мы вот так прищупываем. Вот так. Чинк, 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 чинк. Все. И вот эти сзади. Вот так берем. Чинк. И вот так. Хорошо, мы это все прищупываем. Вот так, вот так. И теперь вот тут в нашей середине мы уже накладываем наш сыр. Сколько хотите. Если хотите чуть-чуть меньше, то меньше. Если хотите, как я, больше сыра, то, конечно, больше и мы ложим. Потому что для меня хачапури это все сыр. Так. Вот. Вот какая у нас лодочка получилась. Замечательно. Теперь вот, уверяемся в том, что тут все хорошо мы прищипнули. И теперь на пергаменте нам нужно его перенести. Вот аккуратненько подбираемся. И вот так. Теперь мы чуть-чуть его оформим, потому что при переноске оно чуть потеряло свою форму. Вот слегка. Вот так. Овальненькую. Вот так закручиваем. Вот так, вот так, вот так. Сыр мы возвращаем назад. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, все классно. И теперь с помощью лопаточки для пиццы мы это все перемешаем в духовку и обжариваем до тот момент, когда мы вот здесь не получим золотистая корочка нашего теста и золотистая корочка на нашего сырчика. Все, выпекаем. Пока наши хачапури там жарится, нам нужно отделить от одного яйца желтка, и нам нужно кубик небольшого размера сливочное масло, лучше всего 82%. Теперь будем его кушать. Нам нужно вот так сорвать чуть-чуть. О, видите, сыр, почему он должен быть именно к кончику? Потому что я потянула, и видите, оп, сырчик потянулся. Теперь вот так хорошо мы обволакиваем его яйцом, масличком. О, класс. Ой, горячо, горячо, очень-очень горячо. Ху-ху. Надо подуть. Очень вкусно.
хлебушек хрустящий, лодочком, нежный сливочный сыр, который тянется, вкус желтка и сливочное масло. Это то, что надо. Если вы любите хачапури, грузинскую кухню, обязательно приготовьте. Я уверена, вам просто зайдет со всех сторон. Он очень вкусный. Если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. И до новых вкусных встреч, ребята. Пока!